В этом ролике мы обсудим, когда выйдет игра, когда она должна была выйти, когда ждать прям крупных новостей, выйдет ли игра в этом году, что говорит Орех по поводу классики. В общем, рассмотрим все самые последние новости. Есть что рассказать, друзья. Есть хорошее предчувствие про выход классики. Поэтому, друзья, сразу ставьте лайк на это видео, на канал подписывайтесь, а мы начинаем. Начнем с того, что 2 месяца назад разработчики говорили о том, что нужно 2 месяца на доработку игры, там, да. И вот как раз в декабре уже срок этот подходит. Это говорит о том, что либо в декабре должна выйти классика, либо должен начаться тест, либо хоть какие-то комментарии должны дать разработчики. Потому что на протяжении 2 месяцев комментариев по классике практически не было. Вот, и у нас ожидается видеоблог 27 ноября, в котором, вероятно всего, все решится. Выйдет ли классика в этом году или нет, начнется тестирование в этом году или нет, ну или вообще расскажут какую-то информацию, или вообще ничего не будут рассказывать. То есть в следующем видеоблоге все будет ясно и по поводу отношений разработчиков в комьюнити, прекратится ли эта молчанка. Надеемся, что молчанка это прекратится. И 27 числа, но я думаю, что скорее всего там уже будет какая-то информация, как минимум какая-нибудь информация по разработке, отчет, да, что делали 2 месяца разработчики. Ну и самый, конечно, шикарный случай, разработчики могут объявить об релизе Танки Классик в декабре, в конце, может быть, декабря, может быть, объявить о начале тестирования. Ну, скорее всего, максимум, что мы получим, это анонс о начале тестирования, но, в принципе, знаете, в теории можно за 1 месяц все успеть сделать и протестировать, и выкатить саму игру к Новому году, например, да. Но это вот первое, друзья. Ждем следующий видеоблог. А второе, Орех на форуме вообще давно тоже не появлялся, и тут внезапно он начал проявлять просто гиперактивность. Он начал расписывать просто огромные тонны текста. Он рассказывает про нынешнюю обстановку и будущее танков онлайн. В частности, он затрагивает вопрос, нужны ли летающие корпуса в игре, про донат в игре, про необходимость введения нового контента в игру, да, там новых пушек, устройств, дронов, гранат и так далее. И местами он упоминал про классику, естественно. И даже, вот что самое интересное, друзья, он выкатил скриншот. Появился новый скриншот из танков Классик, что довольно-таки неожиданно, с первым прототипом летающего корпуса в классике. Но вот, друзья, не пугайтесь, это, естественно, шутка от Ореха, никаких летающих корпусов в классике не будет. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что над классикой ведется работа, что у Ореха там классика всегда открыта у него, да, перед глазами. Возможно, он в нее играет, ну невозможно, а точно он в нее играет, да. Тесты какие-то проводятся с его стороны, раз он тут решил так пошутить, добавить туда летающий корпус. И если присмотреться на смог, такое ощущение, что смока как раз в версии XT со времен ребаланс, когда добавляли эту смоку. Я просто не помню, как она точно называется. По-моему, смока XT она называлась. Ну, грубо говоря, смока М4, которую вроде как временно добавляли на какой-то определенный период в игру. То ли на праздник, то ли еще ради чего-то. Ну, похоже, вот похоже на ту смоку. Почему-то вот я помню, что она примерно так выглядела, но могу ошибаться. А если, друзья, вы играете в новые танки, хотите получить легендарный ключ и кучу других бонусов, первое, что нужно сделать, поставить лучший тег создателя контента в игре ник 10 в настройках вашего аккаунта. И второе, ввести вот этот вот секретный промокод, который даст вам возможность как раз получить эти секретные призы. Осталось всего 3 дня, чтобы его активировать, поэтому пробуйте, пытайтесь. Времени осталось мало, чтобы получить все эти призы. Помимо всего прочего, Орех отметил в очередной раз, что в отличие от новых танков онлайн, которым требуется новый контент, обновление, танки Классик — это не про танки онлайн. Танки Классик — это полная версия игры, свободная от введения нового контента. То есть классика не будет обновляться, у нее нет необходимости в придумывании нового контента, это будет игра-музей, а танки онлайн продолжат свой путь в будущее. А в остальном Орех очень много там расписывал про новые танки онлайн, да, конечно, он там местами затрагивал воспоминания, как он сидел давно еще за стенкой на рельсе, на полигоне, да, там пытаясь получить хоть какой-то кусочек фонда, да, пока у него на глазах голды забирали, как он терпел крит-ошибки, как его кинули на ребалансе. Но это все ведется к тому, что Орех — это игрок такой же, как и мы с вами, что он прошел весь этот путь, что он играет в новые танки, он много проводит тестирований. Просто игрок там один спросил у него, почему бы тебе не прокачаться с новобранца до легенды с нуля? Вот он к этому комментарию приводил вот эти вот все аргументы, сказал, что он качается с новобранца до определенных званий, чтобы протестировать, все ли работает нормально и в новых танках. Какой можно сделать вывод, друзья? Релиз танков Классик все еще возможен в этом году. По крайней мере, не знаю, как у вас, у меня есть какое-то предчувствие, что игра может выйти и в этом году. В каком формате тестирования либо полного релиза пока неизвестно. Все-таки будем ждать видеоблог. Очень сильно надеемся, что разработчики наконец-то расскажут, что там с танками Классик происходит на самом деле. Объявят перенос игры, либо объявят релиз игры уже. Также очень радует активность Ореха на форуме. Думаю, что разработчики сами хотят, чтобы классика вышла как можно раньше. Ставьте, друзья, лайк обязательно на это видео. Пишите ваше мнение в комментариях. Как думаете, выйдет ли игра все-таки в этом году или нет? К чему Орех начинает
начинает гиперактивничать на форуме. В общем, пишите ваше мнение, все комментарии прочитаем. Также, друзья, попрошу вас поставить лайк на это видео. Кому не сложно, поставьте. Лайки очень важны для канала. На канал подписывайтесь, вступайте в соцсети, Telegram, Discord. Все ссылки есть в описании. Ну а мы ждем танки Classic в этом году.